Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, поскольку мои чистки помогают менять людям жизнь, я продолжу серию чисток. И на сей раз я хочу подарить вам очень сильную чистку. Когда я говорю сильные работы или очень сильные работы, есть определенная разница. Дело не в том, что скажем так, работы, которые не обозначаются очень сильными, не получаются. Нет, они могут получиться и очень даже получиться. Просто очень сильные работы, они ко многому обязывают, понимаете? Нужно найти все, что для ритуала понадобится. Нужно хладнокровно, спокойно делать это все, чтобы был результат. То есть очень сильные работы, они получаются быстро, но для этого нужна и энергетическая такая, энергетическая трата, и внутренняя готовность, и делать все как положено. Если у человека, скажем так, не пройден этот этап, если человек не делал никакие чистки, лучше начинать сначала с таких чисток, потом сильнее, еще сильнее и так далее. Потому как очень сильная чистка, она может скрутить прям нехило. Может плохо стать некоторое время, потому что организм и подсознание начинают восстанавливаться после ударов, энергетических ударов. А энергетическими ударами является зависть людей, являются посылы, плохие пожелания, иногда и специально сделанные вещи. На самом деле окончательно, если у вас, скажем так, нехорошая вещь, смертельная просто, окончательно это может убрать практик, мастер. Но это время можно оттянуть, можно смягчить удар. А если у вас незначительные, скажем так, трудности, то такие чистки могут полностью убрать. Такие чистки могут быть вспомогательные, когда с вами работает уже практик. И они могут наряду с вашими чистками, то есть быстрее поменять вашу жизнь. Некоторые люди, которые делали чистки, мне говорили, что нам становилось хорошо, и мы думали, что когда мы обратимся и тоже как бы проведем чистку, да, ну, примерно такое же будет ощущение. Но оказалось, что на сей раз ощущение намного сильнее, поскольку это уже работа профессионала, понимаете? Но если уже с вас это убрали, то подобные чистки время от времени просто будут очищать пространство вокруг вас. Практик вытаскивает вас из бездны, спасает вам жизнь, возвращает вас на нормальные человеческие русла. Но вы должны знать, что 21 век не самый, скажем так, радужный век. Окружение огромного количества не самых лучших людей. Век, когда интернет уже на высоте, да. Любая тварь может взять и написать о вас что угодно, бездоказательно и прочее, прочее. Вы должны быть готовы к таким моментам. Вы должны все время убирать вот эту вот злую энергию, которая копится вокруг вас. Если вы хоть чем-то живете лучше других, или хотя бы не жалуетесь на жизнь, вы будете всегда вызывать зависть и ненависть. А эта чистка может убрать даже специально направленные посылы. По крайней мере, легче станет и даст вам возможность, если даже, скажем так, не навсегда избавит, но даст вам возможность на передышку, чтобы вы собрались и обратились к человеку, который может вам помочь. Здесь два этапа чистки. Во-первых, трава полынь вам будет нужна либо зверобой, либо мята, либо можжевельник. Вот эти все варианты трав вы можете найти
Сейчас нет никаких трудностей на сайтах. Их можно найти, заказать, да можно и в селе, кто живет, найти некоторые там травы, можжевельник, мяту, например, везде можно найти. Вода. Воду можно набрать, желательно набрать с природного источника. Море, река, озеро, пруд, там родник. Но если нет возможности, набирается дома, но набирается молча. Когда вы набираете, вы должны молчать, ни с кем не говорить в этот момент. То есть мы молча набрали, принесли, поставили. Яйцо. Вообще желательно деревенское, она более сильная, потому что там в ней настоящая жизнь. Здесь тоже, конечно, но в любом случае. Это тоже не деревенское, правда, тут написано деревня, ну да ладно, написано много чего. Но, видите, у меня ногти сгубили, теперь жду, пока вырастут, чтобы по новой сделать. Да, мастера менять нельзя. Пластину сгубили, все оно вот оторвалось. Теперь вот хожу вот так вот. Ну ладно, это не важно. Так вот, яйцо лучше деревенское, но если не найдете, можно любое. Далее. 3 свечи. Опять есть, то есть варианты. Черный воск, он лучше снимает, он сильнее очищает. Белый воск, обычный воск, да, он слабее, чем черный воск. Если нет возможности для черного воска, попробуйте с белым воском. Но если вы хотите очень сильный результат, лучше найти черный воск. Далее. Сначала окуривайте помещение. Так, берете, начинаете, значит, водить по комнате и говорите. Как дым уходит неудержимо, так неудержимо уходит всякое заклятие, насланное проклятие, наговоры, наветы с глаз и всякое зло из моего дома, из моей жизни, из моей судьбы. Вот так окуривайте помещение, потому что полынь или те травы, которые я назвала, они усиливают вот это состояние. Они как бы призывают ту силу, которая нужна в этот момент, чтобы начать чистку своей жизни. Далее. Берете банку с водой. Эту банку вам нужно будет потом вынести, поэтому, естественно, это одноразовое пользование банка. Разбивайте яйцо. Есть разного типа чистка на яйцо. Но на разбитое яйцо оно сильнее. И в этом, как бы, в этой работе оно как раз так и нужно. Итак, друзья мои, на яйцо будете читать заговор, который создан мной на основе деревенской магии. Взяли яйцо, начинаете над головой кружить. Просто вот так кружите над головой, крутите против часовой стрелки и читайте. Читать нужно 13 раз. Я здесь прочитаю пару раз всего лишь. Город белый, город крепкий, в городе том, воску рады, город воску брат, чистотой богат, забери нечистое, в бель город, через воду и воск, тяни в себя порчу, корчу мороку. Истинно так. Когда вы это читаете 13 раз, вот это яйцо просто превращается в такое гадкое, вот, знаете, такой вот смесь слизи и всего такого. Она вытягивает. Вам может стать плохо, может в глазах потемнеть. Поставьте банку, снова продолжать. Ничего страшного, не обязательно, чтобы прям в руках держать. Дальше продолжаем. Город белый, город крепкий, в городе том воску рады,
Город воску, брат, чистотой богат, забери нечистое в Бель-город, через воду и воск тяни в себя порчу, корчу мороку. Истинно так. Бель-город, ну, из белый. Еще раз. Город белый, город крепкий, в городе том воску рады, город воску, брат, чистотой богат, забери нечистое в Бель-город, через воду и воск. Тяни в себя порчу, корчу мороку. Истинно так. Почему читаю несколько раз? Хочу вам примерно показать, но это еще я мало прочитала. Как начинает в яйцо, вот яйцо начинает превращаться непонятно что. Видите, вот оно уходит всеми щупальцами туда. Смотря у кого, чем больше вы читаете, тем она становится более такой мягкой, растекается, потом желток становится такой весь такой, знаете, трухлявый какой-то, противный, одним словом. Это все вытягивается с вас на яйцо. Так, 13 раз прочитали, взяли воск. И начинаете читать следующее. А вот вторую часть нужно читать 3 раза на 3 свечи. Если вы это проведете 3 ночи кряду, будет замечательно. Хотя одного раза иногда достаточно, но если 3 ночи кряду проведете, это вообще будет замечательно. Нужно делать в темное время суток. Про Луну не спрашиваем, потому что Луна здесь не играет особой роли. Зажгите и начните капать на яйцо с водой. Вот таким вот образом. Что было наслано, что нашептано, по ветру напущено, через бесов передано, на перекрестке скинуто, на свечу начитано, в церкви свечой перевернутой отпето, на черный купол пущено наветом или черным заветом, али чернокнижной меткой, через бабу и мужика, через веретника или отступника, что черным путем за моей душой пришло и за делом ко мне прилипло, наизнанку жизнь закрутила, слезами воска капнула и ушло, в пепель обратилась. Да врагу моему коварному со стократным злом назад возвратилась. К его телу прилипла, да порча черная от меня отреклась, к моему врагу навек приреклась. Чужого мне не надо, чужое уйдет, к тому, кто наслал, уйдет со стократным возвратом. Свое оставляю себе, твое возвращаю тебе. Крепко держи, к себе привяжи, пусть тебя жрет. Хотел меня сгубить, враг мой, а вышло все наоборот. Азм есть истина, заклинаю. И второй раз точно так же. Давайте еще раз накапаем. Как раз и мне легче становится. Сапожник без сапог. Каждый раз показываю вам, как раз и себя очищаю заодно. Потому что я же набираюсь от людей, да, всякого. Даже если мне наведенное ничего не доходит, но в любом случае от людей-то устаешь, столько набираешь гадости. А потом, знаете, как легче становится. Потом энергия на всю ночь вам снимать и рассказывать. Что было наслано, да нашептано, по ветру напущено, через бесов передано, на перекрестке скинуто, на свечу начитано, в церкви свечой перевернутой отпето, на черный купол пущено наветом или черным заветом, али чернокнижной меткой, через бабу и мужика, через веретника или отступника, что черным путем за моей душой пришло и за делом ко мне прилипло, наизнанку жизнь закрутила, слезами воска капнула и ушло, в пепел обратилась. Да врагу моему коварному со стократным злом назад возвратилась. К его телу прилипла, да порча черная от меня отреклась, к моему врагу навек приреклась.
чужого мне не надо, чужой уйдет, к тому, кто наслал, уйдет со стократным возвратом. Свое оставляю себе, твое возвращаю тебе. Крепко держи, к себе привяжи, пусть тебя и жрет. Хотел меня сгубить, враг мой, а вышло все наоборот. Азм есть истина, заклято. Прелестно. И второе, то есть третье. Вот почти сделала как надо с вами вместе. Что было наслано, что нашептано, по ветру напущено, через бесов передано, на перекрестке скинуто, на свечу начитано, в церкви свечой перевернуто и отпето, на черный купол пущено наветом, или черным заветом, али чернокнижной меткой, через бабу и мужика, через веретника или отступника, что черным путем за моей душой пришло и за делом ко мне прилипло, наизнанку жизнь закрутила, слезами воска капнула и ушло, в пепел обратилась. Да врагу моему коварному со стократным злом назад возвратилась, к его телу прилипла, да порча черная от меня отреклась, к моему врагу навек приреклась. Чужого мне не надо, чужое уйдет к тому, кто наслал, уйдет со стократным возвратом. Свое оставляю себе, твое возвращаю тебе. Крепко держи, к себе привяжи, пусть тебя и жрет. Хотел меня сгубить враг мой, а вышло все наоборот. Азм есть истина, заклинаю. Видите, когда я не уставшая, спокойненько так проводим. Когда уставшая, быстренько читаю, чтобы побыстрее снять. Ну, я же тоже человек, не робот, правильно? Прелестно. Берете, закрываете эту банку. Значит, эти свечи тушите. Это просто для освещения. Их можно использовать дальше. Закрывайте банку. Относите на берег пруда, реки, куда угодно. Вот именно возле водного пространства. Оставляйте. 13 монет через левое плечо кидайте и говорите, что от чужого пришло, чужому возвращено. Заклято. И уходите, ничего не говоря. Все. И через некоторое время человек, который очень вас не любит, или под вас копает, или желал вам нехорошего, или за спиной болтал всякое, или хотел навредить, или уже навредил, он сразу выявится, потому что он либо заболеет, либо что-то у него в жизни случится. Очень сильная вещь, поэтому сделайте все правильно. И увидите, что потом будет. Ой, чувствую себя прям легкость, отличное состояние, если честно. Всем удачи!